Людей загнали в бедность, безвыходность, и люди дичают. Сегодня я решил поинтересоваться у американцев и у выходцев из стран бывшего Союза, что они думают о россиянах, и вот что из этого вышло. По поводу русских, я думаю, что это культурный какой-то вот такой вот сбой, что в стране принято слушать то, что говорится по телевизору, и не иметь своего мнения. По поводу россиян мысли, к сожалению, очень грустные. Когда, извините меня, вояка российский крадет унитаз, и ему объясняют, что это такое, для чего это нужно, и он кладет это в бронетранспортер, мне обидно, потому что так не должно быть. Люди должны жить в 21 веке, а они сегодня живут, я не знаю, 19. С таким газом, с такими нефтями, с такими запасами, что имеет Россия, она может быть намного богаче, чем Дубай. И все россияне могли бы жить просто как в сказке. Они приспособились к тем ужасным условиям, которым создало правительство Путин. Но они пока находятся в положении, что можно так жить. Но это только временно. Дальше будет хуже, поэтому нужно просто садиться и разбираться в том, что происходит, почему так происходит, и что нужно для этого делать, чтобы это изменить, как они могут эту ситуацию изменить. Изменить только ситуацию не могут, объединившись. Люди злятся и понимают, что они никак не могут повлиять на ситуацию. И им нужен лидер. И вот он, лидер, в виде Владимира Владимировича Путина, который ведет их в светлое будущее, обещает, что все будет замечательно, но по факту вгоняет в еще более, к сожалению, нищее государство. Пора начать думать, пора осмотреться по сторонам, пора посмотреть, что у тебя есть в кармане, пора понять, что ты можешь купить за эти рубли, что ты можешь себе позволить. Можешь ли ты позволить вывести свою семью на отдых? Можешь ли ты позволить оплатить обучение своему сыну не в колледже, не в ПТУ, а в университете? Может ли твой сын отучиться так, чтобы он зарабатывал приличные деньги и даже зарабатывал больше, чем ты? Пора задуматься. Пора задуматься, стоит ли держать этого человека у власти. Да елки-палки, куда ты, господин Путин, смотришь? Читай книги, вспоминай Достоевского. Он же должен вспомнить, в конце концов, что лучше, убить или подумать, пожалеть. Есть же вещи такие, которые надо знать уже. Мы их в школе проходили. Путин — это страшно. Но ад еще страшнее. Нам нужно бежать от Путина, но еще сильнее нам нужно избегать ада. Нужно верить в Иисуса. Иисус пришел на землю для всех украинцев, россиян, американцев, китайцев. Он Господь для всех. Не Путин, не Трамп, не Байден или кто-то еще. Все деньги сворованы, люди зазомбированы, и все тихо сидят. Это неправильно. Чем быстрее вы проснетесь, тем быстрее что-то изменится. И, конечно же, мне очень тяжело сейчас, знаю, что происходит и на Украине, и в России. И мне очень тяжело осознавать, какая печальная участь ожидает моих родственников. И от этого мне совсем не становится легче, даже несмотря на то, что я вроде бы здесь. Я помню, что когда я был ребенком, во Вьетнаме люди имели только однобокое освещение событий, потому что вся информация, которую они получали, была лишена оппозиционного власти взгляда на вещи. Но это очень важно, слышать разные мнения. В России сейчас дела обстоят аналогичным образом. Если, к примеру, взять Навального, который придерживается оппозиционных взглядов, то посмотрите, что с ним происходит. Сложно выйти одному, 10, 100 людей. Но если поднимется очень много людей, миллионы людей, даже вот миллион в Москве, там, миллион в Санкт-Петербурге. Это нужно для вашего выживания, для выживания ваших детей, для будущего ваших детей. Русские истребляют мой народ, они разрывают мою страну просто на куски. Когда я был сегодня у украинской церкви и смотрел, как украинцы говорят между собой, у них нет другой темы. Они говорят о Марьинке, они говорят о Буче, они говорят об Ирпене. Они говорят о Мариуполе, потому что это слезы, боль и кровь каждого человека, который считает себя украинцем. Я думаю, что те россияне, которые знают, что на самом деле происходит, должны попробовать делать больше. Но вы не можете сильно винить русских людей за бездействие, потому что правительство подавляет их. Их арестовывают и отправляют в тюрьмы, если они пытаются говорить об этом. Но они должны пытаться использовать все возможности для распространения правды. Я против войны с Украиной.
Меня не устраивает то, что творит наш президент. Я из России, из Москвы, и мне абсолютно не нравится то, что моих друзей, моих родственников поставили в такое условие, что потенциально каждый из них может оказаться на войне. В России непонятно через сколько вернется нормальное лекарство, сколько еще времени займет экономическое восстановление. Не все россияне виноваты в происходящем, не все поддерживают российское правительство. Я думаю, что по прошествию времени россияне в своем понимании придут к тому, что их окружает диктатура и цензура во всем, и не все будут с этим мириться. У этих умников не получилось захватить Киев, и никогда это не получится, как бы они ни старались. 3-миллионный город с оружием, они пришли на нашу землю, они умирают и будут умирать. К сожалению, умирают наши воины, умирают мирные жители, умирают надежды, разрушаются семьи. В общем и целом, одно слово – это ужас. Солдаты воруют у людей личные вещи, извините, там стиральные машины, одежду и обувь, и отправляют сотнями килограмм домой в свои, русские области. Мы не звали вас, россиян, таких спасателей целой планеты, что вы с плащом, как Супермен, прилетели и убили всех там каких-то нацистов, псевдонаркоманов, каких-то, кто не любит Россию. Это наша была проблема, если она была, а ее не было. Я не знаю, что такое бандеровщина, потому что это откровенная глупость, выдуманная идеологами, которые получили миллиарды денег. Я считаю глубокой ошибкой тех русских людей, которые смотрят телевизор, которые накачаны вот этой агитацией и верят в это. Я думаю, что они одурманены этой пропагандой. Очень глубоко. Это делалось с ними на протяжении многих-многих лет. Это будет тяжело исправить. Поможет только время и, наверное, осознание того, что это все было впустую и к чему это все привело. И, возможно, даже это не поможет, потому что мы, допустим, русские, столько как собаки битые, привыкли страдать, совсем смиряться, что, возможно, даже и не заметим, как сильно ухудшилась наша жизнь, потому что все для нас норма. Сейчас, если вы посмотрите российские новости, то узнаете, что 60-70% россиян оправдывают войну в Украине. Я понимаю, почему русские люди чувствуют то, что они чувствуют. Таково их состояние. Но, пожалуйста, мы не просим менять вашу точку зрения, но подумайте о мире и о том, как начать диалог для достижения этого мира. Все, что происходит, это чистой воды геноцид, это убийство наших детей, женщин, всех. Вчера я забрала маму, бабушку 93 лет и тетю, которые находились в Запорожской области, в селе. Они видели с окна, как русские военные залезли на крышу, сняли флаг украинский и сожгли его прямо во дворе школы с очень довольными лицами. Я желаю им как-то прозреть и начать этот оборотный процесс как можно быстрее, чтобы спасти себя, спасти свою нацию. Иначе оно все развалится полностью. Загляните в историю, начните думать. К сожалению, люди, которые поддерживают текущую власть в России, они не способны думать. О сменяемости власти я просто молчу, что ее нету. Учителя, которые загнаны в ужасные условия, которые, если не сделают то, что им говорят, и в итоге начинается фальсификация выборов. И понятно, кто будет у власти. Вы же видите, как русские солдаты приходят в Украину и грабят мирные дома, забирают миксеры, телевизоры. Это как какая-то орда пришла с третьего мира страны, никогда не видели нормальных вещей. Россия может перестать существовать как страна, если они продолжат в таком же виде. У меня есть друзья, знакомые, которые живут там, с которыми я продолжаю общаться. К сожалению, по мне оказалось очень много тех, кто смотрит телевизор и кто поддерживает эту ситуацию. И я не ожидал, честно, от многих людей это. Я пытаюсь понять, что в голове у тех людей, которые поддерживают войну, но, к сожалению, помимо повестки телевизора или помимо каких-то старых личных обид, я не знаю, кто-то их обидел, и вот они почему-то перекладывают это на целый народ, и я это принять не могу.
Хотел бы, чтобы они опомнились и прозрели и как-то возродились. Я очень уважаю того же Андрея Макаревича, Чулпан. Я работала тоже в сфере помощи онкобольным детям. И я знаю, что есть очень много людей с активной позицией, которые не боятся и имеют эту позицию и мнение. Но, к сожалению, вот как показывает практика, 90% россиян, они считают, что нужно молчать и поддакивать, подлизывать попу власти. Я уверен, что любой россиянин хотел бы услышать кардинально другие мнения о себе. Тем не менее, я предлагаю не опускаться до оскорблений в комментариях, а постараться поразмышлять на тему, как можно исправить сложившуюся ситуацию. Меня же вы можете поддержать лайком и подписаться на канал, если вы хотите увидеть и другие интервью. Также вы можете нажать на колокольчик для того, чтобы получать уведомления о выходе новых видео, которые я залью на канал уже буквально через несколько дней. Всем спасибо за внимание и пока!